трудом дождавшись больших осенних выходных, связанных с Днем независимости Польши, мы с радостью уселись в машину и отправились на юг страны. В этом путешествии мы запланировали знакомство с двумя польскими городами – Лодзь и Ополе, посещение шахты по добыче серебра в Тарнowskich Górach, а также прогулку по скальному лабиринту Блентны скалы в Польском национальном парке в Судетах, что на границе с Чехией. На все про все мы отвели 3 дня. В общей сложности нам предстояло преодолеть 1400 километров пути. Первым местом, куда мы приехали, стала Лодзь. Это третий по величине город Польши с населением 645 тысяч человек. Сам город нас не особо впечатлил. Справедливости ради, мы не так много успели увидеть, ведь провели тут всего один неполный день. Проехали на машине по нескольким улицам, прошлись пешком по Петырковской, главной и одной из самых длинных улиц в Европе. Возможно, виной всему была пасмурная погода и множество попавшихся именно нам на глаза заброшенных, исписанных граффити и, соответственно, требующих ремонта зданий. Не знаю, но в целом город оставил довольно смешанные чувства, и для жизни мы бы его не рассматривали. Почему же мы в него вообще поехали? Наверное, в первую очередь, Олеся выбрала этот город из-за любви к шитью. Исторически Лодзь была текстильной столицей. На пике промышленного развития тут насчитывалось более 40 фабрик по производству тканей. Сейчас все это в прошлом. Фабрики не выдержали мировой конкуренции и закрылись. Но одна из бывших фабрик была превращена в музей. Его-то мы и собрались посетить. Музей поделен на несколько тематических зон. Мы выбрали 2 из них, заплатив за билеты 100 злотых на троих. Я буду спать до 7:30. В бутылках душпулик. Короче, они после декретного отпуска детей деть некуда, работать надо. И вот в ящике от ниток лежит это дитё, а мама работает на фабрике. Осторожно, очень сонно. Прости меня. Можно тут сделать выше, можно тут. Когда ты первый поднимаешь выше, вот иди сюда, покажи, хорошо. Когда ты поднимаешь первый выше, вот, допустим, первый был выше, вот, и эти нитки, вот эти, были вверху. А когда ты его опускаешь, они становятся внизу, и уже эти нитки вверху. И тогда уже плетение происходит, потому что сама суть плетения, что наша ниточка идет между этими, потом мы меняем, она идет между теми, но мы все время одно и то же идем. Как будто мы всегда между ними, но мы меняем это, и оно плетется по-разному. То эти верхние, то эти. Так переплетение получается. Встречать и провожать вагоны, не зная час. Внимательно к тому живому, что во всех нас. Не растеряв по переходам, сберечь тепло. Помнишь? Там тоже был такой мини-мини костёрчик. Только здесь все продавалось. Так правильно, это у нас сейчас музей Макс Мурат один.
przygódczynku, czy pojechał z panami? Powiedziałem jak kukuleńko, gdzie mój jest kochany. Który dzisiaj jest? 8. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Это каждая машина до хавту, ну, с этой стороны. Что это значит? Вышивальные машины все. И они, ну, прям выглядят как швейные. Я сначала даже вообще не поняла, что это вышивальные. А потом я посмотрела, какие корявенькие там эти хафты выходят в сравнении с современными. Боже, какой прогресс. Куда мы сейчас идем? Машины в руху, шибко. За кассу. Где касса была? Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Sala, na której się znajdujecie, jest rekonstrukcją tkanin z przełomu XIX i XX wieku. Takie groźne jak tutaj u nas widzicie, również zobaczycie na tej fototapecie za moimi plecami. Jest to kopia zdjęcia z 1904 roku, a przedstawia nam wielką tkalnię Karola Scheiblera w Łodzi. I tą potęgę. Potęgę, ponieważ na tych wielkich tkalniach, tych krosień było od ponad 100 do prawie 1000 na sali. Tylko możemy sobie wyobrażać, co tam się działo. U nas, jak widać, jest ich troszeczkę mniej, ale mają piękne swoje lata i historie. Dwa pierwsze po mojej lewej stronie, tutaj koło Krzysztofa stojące, mają już po 136 lat. Wyprodukowane zostały w Łodzi w odlewni maszyn Freda Greenwooda. Oczywiście tej odlewni już dzisiaj nie znajdziemy, ale można zrobić zakupy, ponieważ na tym terenie, żeby też sprecyzować punkt na mapie, galeria Ostrowska się mieści. Kolejne dwa, tylko 3 lata młodsze. Szwajcarsko-niemiecka firma Ruti. Ostatnie dwa, to już początek XX wieku, fabryka Waldemara Krusze z Pabianic. Waldemar Krusze dorobił się takich pieniędzy na tkaninie, że zaczął produkować swoje krosna, czyli stworzył swoją odlewnię dla swojej tkaniny. Олесе музей очень понравился, ведь она такое любит.
А мы с Радомиром любим Олесю, и поэтому пришлось потерпеть. Хотя отдельные экспонаты были очень даже интересными. После музея текстиля мы собрались посетить знаменитый музей кинематографии. Ведь, кроме текстильной промышленности, Лодзь всемирно известна своей киношколой. К слову, от этой идеи мы быстро отказались, понимая, что за 1 час до закрытия мы мало что успеем посмотреть. В итоге мы заехали в кафе «Теремок», открытое репатриантами из Казахстана, поужинали отличнейшей солянкой и сибирскими пельменями и после этого отправились в местный планетарий знакомиться с методиками обнаружения новых экзопланет. Сразу после увлекательного сеанса за 60 злотых на троих мы покинули Лодзь и отправились в забронированный отель, чтобы набраться сил для следующего дня. Отель выбрали недорогой, всего 160 злотых за ночь. Никаких особых изысков. Бюджетный номер с 3 кроватями, телевизором, микроволновкой, холодильником и чайником. Тепло и чисто. Так прошел первый день. На второй день мы проехали около 50 километров и очутились в Тарновских Гурах. Это населенный пункт, известный наличием множества шахт по добыче серебра. Кстати, никаких гор там на самом деле нету. Гид даже пошутил, что правильнее было бы назвать это место Тарновские дыры из-за более чем 20 тысяч выкопанных колодцев для добычи серебра. Благодаря тому, что половина стоимости билета в эти выходные была оплачена ЮНЕСКО, в чей список объектов всемирного наследия входит копальня, мы попали на экскурсию всего за 100 злотых, что не могло не радовать. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, no. Jak na nowe czasy kodeks pracy, który porządkuje niekontrolowane wydobycie. Drugi oddech górnictwo tarnogórskie łapie pod koniec wieku XVIII. Dochodzi wtedy do ponownego odkrycia bogatych złóż użców i uruchomienia królewskiej kopalni Fryderyk, która rozpoczyna wydobycie na niespotykaną dotąd skalę. Wiek XIX to czas wielu przemysłowych sukcesów związanych z uruchomieniem centralnego systemu odwadniania podziemi oraz wykorzystaniem wody pochodniczej do celów spożywczych. Trwa okres prosperity, którego okres przynosi początek wieku XX. Wtedy to złoża ołowiu, srebra, cynku oraz żelaza kończą się. Ten kubeł tutaj, przykryty stalowy, to jest tojka z tamtych czasów. Kubeł po śląsku kibel, a co się robi w kiblu, cała Polska wie, prawda? Widzieliście tu kołowrotek? Widzieliście kiedyś jak chomik lotał w takim kołowrotku? Ale widziałeś może? Co się dzieje wtedy z kołowrotkiem? No i ja mam problem, kochani. Czy chomik podpatrzył gwarka, czy gwarek chomika? Bo te koło miało 2,5 metra i 2 dobrze zbudowanych takich gwarków. Ciężko robiło na dole, chodzili powoli, siłami mięśni robili napęd. To jest serce maszyny parowej. U góry zbiornik z wodą, palenisko, woda się gotuje, wytwarza się para pod wysokim ciśnieniem, uwaga, idzie tym grubym przewodem pod tłok, wypycha go do góry, patrzmy, rusza się perami, na linach były kubły, woda transportowana do góry. A błyszczy tak silnie, dlaczego? Bo mamy silne światło. Widzicie tam u góry? Zrobię małe doświadczenie, zgaszę i teraz się pytam, błyszczy to? Nie bardzo, ale ja mam słabą lampkę, jak Gwarek miał. Jak Gwarek świecił na dole swoją lampką, przychodził moment, widzicie? Błyszczy się, cieszy się, bo dzisiaj coś zarobił. This be the green light, go. Tires burn the pavement. People wanna know where Mace, Poss, and Dave went. Still here, still in your ear with a style so hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred, meaning credential. Best of both worlds when we rockin' over pearls in the instrumental. Jonie leca. Idę średnio wolno. Proszę nie robić odstępów. Oh, I'm a disc jockey. What's a disc jockey? When it was time to get it lit, we got it hot like fever. Sick with the talk, the pass to your receiver. All about running the spot. And you know we got breath control, so no need to take a break. To jest grzyb, to złote.
Te cieniutkie niteczki to drugi gatunek grzyba, tak za 2 tygodnie urośnie na nowo. Tutaj na szpongu, proszę, idziemy dalej. Tutaj proszę, aż cała gromada, tu u góry. Przyroda w takie warunki ingeruje. Subjugate the dub play. And you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A+ the final. Proszę Państwa, najciekawsza rzecz jest nade mną. Rośnie nam tu piękna paprotka. Taki karzełek. Ma ponad 2 lata. 3 nowe pędy od góry, świeża zieleń, prawda? Rośnie, żyje, no ale nie będzie większa w tych warunkach. I tak jak przychodzimy, gęsiego, jeden za drugim stajemy przy lewej ścianie. Gęsiego. Chodźcie za mną, zapraszam. Mamo, jest piękne gęsi. Teraz tak, para tu. Też. Proszę tu. Para tu wchodzi. I proszę. Proszę Państwa, przed nami 270 metrów tego ostatniego, 13 chodnika wodnego, nazwanego głęboką sztolnią Fryderyka. Proszę Państwa, skała, która nas otacza, to jest dolomit. Skała wapienna właściwie. Bardzo twarda. Nasz chodnik wartowie eksploatowani już dzięki dobrodziejstwu Nobla. Bo Nobel wymyślił bardzo ciekawą rzecz. Co? Dynamit. Dynamit, tak jest. So you can say we got 3 turns. Live off the board, unlike you and your chess man. We installed doubt in you and your yes man. And if the game had veins, we'll insert the yield. Dobra, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy na przystani Szybu. Szczęść Boże. Państwa, proszę się pochylić. Popatrzeć w głąb komory. Bardzo miłutko. Tam jest około 60 cm, czyli ta praca fajna, nie? Leżąco. Ale niestety Gwarek brzuszkiem musiał leżeć w takim jeszcze większym, zimnym błotku. I nikt go nie zmuszał. Życie go zmuszało. Zarobił tygodniówka. Za tydzień roboty zarobił 8 groszy. Dużo czy mało? Wtedy dużo. Bo za 1 grosz można było utrzymać przez tydzień całą rodzinę. Ale jak do XVI wieku kopalnia to jego własność, to sobie musiał załatwić wszystko sam. Wyżywić, ubrać, drewno kupić, różne inne rzeczy. Musiał sobie też kupić buty. Ile kosztowały dobre, skórkowe buty wtedy? A za 3 grosze. Proszę? 3 grosze? 20 groszy. Chyba 6 groszy kosztowała para dobrych butów. Kochani, jest tu młodzież. Jest! Młodzież taką, nie za starszą, no taką boczną. Bo dzisiaj młodzież, jak idzie do sklepu obuwniczego, nie, to kupuje Reeboki, Pumy, Nike. Słuchajcie, para oryginalnych Nike'ów kosztuje nawet 3000. Pochodzi pół roku i na Hasiu. Jak chodzili dawniej ludzie w butach? Niedziela była dniem do Boga. Ludzie idą do kościoła. Idą boso czy w butach? Boso, tak jest. Buty ubierają przed kościołem. Kiedy msza się kończy, idą do domu
Buty ściągają. Obojętnie czy zima, czy lato. Nie tak jak dzisiaj. Dobra, dosyć tego. To większość przechodzi Państwo na robią to, sam niż buta. I przerwa. po co te buty mu były? A zieloni idą za mną. No, Zieloni idą. Are you ready? Set. Jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady. To the letter right. Turn it up. We giving a show. But can you rock it like rocket? What you talking about? Space or out your mind? But can you rock it like rockets? That's a close encounter of what kind? But can you rock it like rocket fuel? Proszę Państwa, struktura gorotworu jest warstwowa. Po prawej stronie oświetlam, jeszcze taka jedna warstwa skalna sobie tam wisi u góry. Bardzo niebezpieczne miejsce. Wózki drewniane. Pierwszy przewoził elementy długie, a środkowy, skrzyniowy przewoził rudę. Zostawię tylko te ciemności, proszę Państwa. W takich warunkach, w takich ciemnościach pracowali w Krakowie. Tak świeciła ich ta lampka. Niestety. Srebrna komora, ponieważ między rękami tego klęczącego gwarka resztka rudy, wydłubuje ją i ładuje taką misę zwaną niecką. Taka niecka zabierała około 100 kg tej rudy. No i zaś ten 15-latek dzień w dzień, od 5 do 5 na linię za sobą poską taką Micha. Продолжительность самой экскурсии составила около 2 часов. Ну что расскажу, была моя идея сюда поехать, я не жалею, но единственный минус, ну то есть ходили там по этим пещерам, все классно, но единственное, что мне не понравилось, что проводник очень быстро бегал. Ну реально это такая галопом по Европам пробежка, то есть я хотела бы помедленнее, останавливаться, делать фотографии, а там так все быстро, вот это единый минус. Так все интересно, классно, рассказывал, показывал. Не прям, он не бежал, не надо ля-ля, что он бежал. Он шел обычно, но просто вот мало этих остановок было, и мы по факту просто прошлись. Ну вот очень было прикольно, когда на лодке. Ну, наверное, лодки это самая крутая аттракция все-таки. Ну, скорее всего, да, потому что так, что там, чисто по пещере ходили и все. Ну, бывают небольшие остановочки, а так все. Не, ну я считаю, что это место, которое стоит Я считаю, посетить. да, это стоит посетить. После довольно интересной экскурсии мы отправились в город Ополе. Kiedyś poszłam nad rzekę, nad Odrę. Ну что, ребята, вот мы уже, приехали в Ополе. Что можно сказать? Мы уже немного проехали по городу. Город очень красивый, не сравнишь с Лодью. Есть кое-где, конечно, там какие-то не идеальные домики, но это гораздо меньше, чем мы видели в Лоде. Вот тут, смотрите, интересно, закрывающиеся ворота, поднимающаяся там вода, чтобы какой-то корабль там переправить. А, вот мы уже видим какую-то крепость. Так вот вышли. Тут уже видно такая прям стена высокая. Там костел, видимо, какой-то старый город. А, вот видно там прикольно костел очередной. Кстати, тут он крест на кресте и на кресте. И там еще крест. Короче, много костелов. Вон там он через реку вдалеке тоже видно. И, короче, видно, птички прикольно на крыше сидят. Там птички прям. Так, ну что мы видим здесь? Тоже какое-то красивое здание. Какой-то там, не знаю, святой на углу стоящий. Крыша, все прикольно. Вот этот мост, который, я думал, разводной. Такой же страшненький немножко, конечно. Асфальтик такой. Но вроде стоит крепко. Сейчас посмотрим. Машина проехала, он не развалился. А с этой стороны мы уже видим какие-то вон перепады воды. Какие-то тут, короче, водные конструкции. I found a love for me. Смотрите, как подготовились к празднику. Пишите! Я их везде вижу. Вот ребята ремонтируют мост, короче, пешеходный. Пошли, Миша, следующий дальше.
не удастся нам по нему пройти. Идем дальше. Но дорожка красивая, вдоль речки. Идем, любуемся. Как тебе Лесополе? Мне нравится, на самом деле очень нравится. Красивые дома, архитектура больше всего, наверное. Ну и вообще большой, чистый, красивый. Я уже после Лоди. Вот смотрите, вот эти штучки специально делаются, чтобы всяких крыс ловить и мышей. Они там залезают, кушают яд и убегают. И потом травятся и умирают где-нибудь. Там яд лежит. И такие маленькие, чтобы коты не попадали. Вот ребята дошли до какого-то мостика пешеходного через нашу речку. Эти замочки всякие. Алиса уже хочет что-то отсоединить себе, забрать на память. Смотрите, ребят, такой памятник. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. А мы посмотрим. Вот тут такая почта польская. Такое здание. Красивое, можно сказать. Там вот красивое здание вокзала. Очень напоминает вокзал в Гданьске. Ну и все вот так. Вот старый какой-то паровоз стоящий. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. Возле детской площадки расположен туалет. Очень удобно. Дети играют, ходят там пописали по еще чего-нибудь и дальше играют. Прекрасно. Девочки слазят. Ой, ой, Короче, люди. удалось. Сидеть удобно, да не дай боже вставать. А вон наш птенчик. Так, Раис, ну что, как тебе детские площадки в Польше? Детские площадки всегда в Польше были классными. Много хороших площадок, интересных, на все возраста. Даже взрослым там можно где-то полежать. Так красиво все смотрится. На фоне вежи. Очень много скамеечек классных. Такая природа, как будто в городе. Вот такая улочка тоже со скамейками. Тут сбоку домик красивый. Дуб какой-то огромный просто. Смотрится очень потрясно прям. Сохранили его, и он дальше продолжает расти. И тоже мы на выборе. Ну, спальный район. Ну, прикольно, да? Что-то Лесь говорил, это Одра? Ну. Вот это, ребята, река Одра. В Германии это будет одна из самых больших рек, когда она до туда дотечет. А тут так себе. Ну, вроде и река, конечно, но небольшая. А спальный райончик такой видно вот 80-е годы. Но вид из окна хороший. И буквально вон уже через реку они уже видят музей польской писанки. Но мы в него не пошли, ребята, потому что пойдем? мы не любители польской писанки. А нет, я даже не из-за этого не пошла, потому что он объединенный с билетом в зоопарк. Но это надо время, точно не 2 часа на все. Ну, тем более. Смотрите, что мы видим. Красивое это здание. Здесь здание ратуши. Там он какой-то еще один костел с башенками. Здесь костел. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato.
Несмотря на пасмурную погоду, этот город показался очень милым и, в отличие от Лоди, оставил очень хорошее впечатление. Прогуливаясь по центру города, мы не могли пройти мимо местного кафе и поужинали пиццами. После чего направились к очередному забронированному отелю. Немного об отеле. Стоимость неплохая, всего 160 злотых за номер, но место оказалось на любителя. В описании позиционировалось, что это отель-музей. По факту, я бы сказал, свалка-музей. Не хочется обижать хозяев, но такого безвкусия я, наверное, еще не встречал. Мне показалось, что они за бесценок скупили остатки стройматериалов в закрывающемся строительном магазине, и все это использовали в украшении номеров. Потолочные плинтуса, прикрученные на шурупах, плитка и обои, хаотично расположенные по стенам, географические карты, приклеенные на потолке в кухне, и так далее и тому подобное. Эдакий музей современного искусства. Вот, например, даже яркий момент, вот тут плитка уже видно другого вида, уже такая более мелкая. И вот, например, выключатель, и к нему подобрали такую вот красивую штуку. Но она по размеру не подходила, вон видно. Ее на один угол клеем наклеили, а по 3 углам она вот так вот в воздухе висит. Нас в первую очередь подкупила стоимость, а также описание «Отель-музей» и хороший рейтинг на Airbnb 8,0. Из плюсов было тепло, удобство в номере, полноценная кухня, где можно не только разогреть, но и приготовить еду. Конечно, этот отель не идет ни в какое сравнение с подобным по описанию, где мне однажды довелось остановиться, работая под Варшавой. Там весь отель был увешан красивыми картинами, присутствовала старинная мебель, огромное количество интереснейших экспонатов в коридорах отеля. Все было выдержано в одном стиле. В общем, есть к чему стремиться. Даже лошадка, которую мы обнаружили утром, соответствовала общему антуражу. Папа, а как осел поднял голову, так смешно смотрел. Такая лошадка тут у нас на этом кемпинге интересная. Такая вот маленькая, вся обкаканная. Смотри, Котя, ну в крайнем случае лизни. Для чего? Тут не может крепче ухватиться. Так поддерживаешь вот так ладошкой, подпихиваешь. Угостив бедное животное яблоками и покинув это довольно странное место, мы отправились в национальный парк Столовые Гуры, расположенный в Судетах, на границе двух стран Польши и Чехии. Для посещения нами была выбрана популярная туристическая локация Блендне Скалы, представляющая собой комплекс скальных лабиринтов. Билеты приобретались заранее по интернету и обошлись на троих в 31 злотый. Ребята, идемте. Ребята, смотрите, оставляем, машину на бесплатном паркинге. Идем туда. Из-за тумана не могу сфокусироваться. Вот. Бесплатный паркинг. Вот первая наша табличка. Говорит, что это парк народовых гур столовых. Говорит, что Блендне Скалы в ту сторону 1 час. И нужно стараться идти по синим меткам. Вот синие метки — это наши метки. И здесь их много. Одна синяя метка, вторая синяя метка. Идемте, ребята. Олеся специально по случаю купила новые ботики. Да мне их жалко тут обновлять. Ей их жалко тут обновлять. Поэтому она их одела. До входа в лабиринт можно добраться 2 способами. На машине до верхней стоянки, расположенной у самого лабиринта. Правда, дорога на паркинг платная и работает интервалами поочередно то в одном, то в другом направлении. Мы воспользовались вторым способом. Оставили машину на нижней стоянке и пешком по горной тропинке пошли к месту старта. Такая туманная тропа. Очень интересно. Главное, вот эти наши знаки синие. Синие флажки. Следовать им, и тогда придем к старту. Рекомендуется иметь неплохую физическую форму и быть хорошо экипированным. Аптечка, кстати, тоже не помешает. До его верха 167, если что. Вот, видите, какой большой кусок скалы? Попишется собираться. Можно представить, что нас ждет дальше. Потому что скользко и опасно. Если уже в начале маршрута попадаются такие большие куски скал. Вон там, смотрите, валежник такой. Видите, какая красота. И это все такой воздух, такой горный такой. После дождя. Это мы еще, ребят, до старта не дошли. Если бы не Соломоны, то Олесе вообще было бы нереально здесь пройти. Она бы, скорее всего, пошла назад в машину.
А так посмотрите, как соломоны хорошо держат. Уже человек падает, но они прям прилипают к любой поверхности. И человек преодолевает любые препятствия. По причине нехватки времени мы не успели ознакомиться с отзывами. В противном случае мы бы заранее узнали, что протяженность пешего маршрута составляет около 3,5 километров, и время на его преодоление не менее 1,5 часов. Так, Олеся уже, смотрите, смотрит, хочет сделать свою пирамидку. Но у нас, к сожалению, нету времени. Пирамидку мы делать не будем. Посмотрите, как маршрут становится. Какой сложный путь. Это точно не синий. Это только для отчаянных людей. Потому что тут сочетание мокрой погоды, мокрых камней, коряк. Ребята, посмотрите, обувь как новая. Уже, кажется, столько луж преодолела, грязи. Посмотрите. Это супер ботинки для бездорожья. Только Соломон. Такой зацеп, посмотрите. Наверное, Соломоны тебе заплатят за рекламу. У меня уже подписан контракт. Понятно. Тут уже все или повырубали, наверное. Посмотрите, какая красивая дорога, уходящая вверх. Просто из камней. Тут только горные козлы, наверное, могут скакать. Вот в чем разница между оставить машину на бесплатном паркинге и подниматься на точку старта. Тут пока до старта дойдешь, уже решишь, что пора возвращаться назад. Ведь после того, как ты пройдешь основной маршрут, ради которого мы сюда приехали, по этой же дороге, вот по этой же, которую сложно назвать дорогой, нам нужно будет вернуться назад к машине. В этом всем только один плюс, что назад к машине мы будем спускаться, а не подниматься. Соответственно, хотя бы сила гравитации будет нам помогать. Короче, ребята, мы наконец добрались уже до точки старта. Сейчас я посмотрю. 10:42, мы должны были стартовать в 9 ровно. Уже идем по такой хорошей дорожке к точке старта. Сейчас увидим, пропустят ли нас. Ну вот Блендный Скалолес. Касса в ту сторону нарисована. То есть старта тут, но касса вон на Билетово дальше. Идемте дальше. И трасса туристична туда. Ну. О, касса. Мы уже на месте старта. Как итог, к стартовой точке мы добрались с 2-часовым опозданием. Благо, к нам отнеслись лояльно и без проблем пустили в лабиринт. И вот, ребята, мы прошли старт. Нас без проблем пропустили. Оказалось, что это не проблема, то, что мы опоздали на 2 часа. Маршрут оказался не таким и долгим. Все эти вот скалы мы посмотрим где-то за 1 час. Так, смотрите, ребята. С самого начала у нас какой-то пункт ледоколы. Это означает смотровая площадка. Сейчас мы посмотрим, что видно с этого места. Сегодня вряд ли что-то. Учитывая большой сильный туман. Скальное седло. Смотрите, это седло. Вот это седло. Как будто верблюд двугорбый. Вот такой вот. Такие вот таблички подписывают. Вот это первое, на что стоит обратить внимание, на взгляд создателя этого парка.
Идем дальше. Тут все красиво обустроено. Смотрите, какие вот тут расщелины. Если упадешь, то, скорее всего, разобьешься. Но в нашем случае везде все огорожено. За это посетители и платят деньги. За то, что все сделано максимально для них. Смотрите, мы проходим сейчас над расщелиной. Вон какой глубокой. Но благодаря вот этим уложенным досочкам, вот смотрите, как интересно все, да? Но благодаря уложенным досочкам это все безопасно. А посмотрите, как узко здесь. Я вот еле-еле прохожу. Кажется, нет, не застрял. Примерно 200 миллионов лет назад на этом месте было мелкое теплое море с отложениями песка, ила и известняка. Отложения со временем превратились в твердый песчаник. Позднее море ушло, скалы подвергались эрозии, выветриванию и тектоническим движениям, в результате чего образовался лабиринт, арки, трещины и узкие проходы, которые мы видим сегодня. Очередное узкое место. Очень сложно пройти, вам скажу честно. Я уже почти на карачках. Потому что рюкзак на спине заставляет выбирать такие места, где ты хоть как-то протиснешься. Не хочется сильно вымазаться. Ой. Вообще очень здорово, что сейчас это все благоустроено, и мы идем по маршруту. Потому что мы читали, что здесь очень легко заблудиться. Это самое тонкое ущелье. И вот если ты здесь заблудился, Самое тонкое ущелье. то можно уже не вернуться. Самое тонкое ущелье. Но поскольку мы идем Я по здесь еле-еле протиснулся. специально огороженной трассе, понятно, что мы уже не заблудимся. Так, посмотрите, ребята, с каким трудом по некоторым коридорчикам проходят люди. Сверху над тобой нависает камень. Кстати, над которым еще растут какие-то деревья интересные. А тут ребята под наклоном идут. Посмотрите, как тяжело взрослому человеку. Холодно. Ребенку было тяжело, а взрослый человек вообще, посмотрите. Что, уклон какой-то? Еще и уклон какой-то, ребята. Какая хорошая нагрузка. Это как будто ты отжимаешься все время. Ага, точно. Честно вам, ребята, скажу, тут и птиц особо не слышно.
Такая природа красивая, но почти мертвая. Вот такая вот. Чудесная. Действительно, только змеи и могут здесь жить. Смотрите, тут и коряги вон брошенные. Вот такой красивый камень. Что он означает, я не понял. Ну, вот такой вот камень. Так, ребята, тут уже настолько узкие места. Что я уже Что? сам боюсь даже. Я вам вообще скажу. Тут Тьма даже узко. мне худенькому очень тяжело. Приходится идти на четвереньках. На четвереньках вот, не обманывая. Вас одну ножку пропихиваешь, вторую пропихиваешь. И так проползаешь. Ой, посмотрите, какой красивое деревце, правда? Из тумана появляется. Посмотри, типа 2 глаза, а это Бузя. Ребята, напишите в комментариях, если вот это непонятное чудо-юдо еще кому-то напоминает коня, то поставьте лайк. Люди, я еще раньше ходила гуськом, но я уже реально не сдушай. Вот посмотрите, ребята, в каких условиях нам приходится здесь проходить. Если вы готовы на такие же условия, то приезжайте в столовые горы. Люди, я раньше... Вы понимаете, что я не сдужаю гуськом идти? Если не готовы, то тренируйтесь перед тем, как приезжать. Смотрите, Олеся тут проходит. Здесь вот такие вот небольшие щели между камнями. Вот оттуда вот мы пришли. Такой туманчик приходящий. Вот тут вот растет папоротник, посмотрите. Тут мох. Там вот какие-то елки на этих камнях прям растут. Красота. А теперь нам предстоит пройти Гуськом только, но я... этим маршрутом. Но этим гуськом я вот ноги у меня не поднимаются. Сложно. Не то, что не поднимать, Надо поднимать ногу. а то, что эти гвозди, Да. и они мешают. Если бы ты ногу не тянул... Выбираешь одну ногу, смотри. Одну вперед, а вторую просто подтягиваешь, понимаешь? Это, знаешь, подстреленный гусь. Подстреленный гусь. В чем проблема, я вам расскажу. У мужчин широкие плечи, а у женщин широкая попа. А грудь? И вот здесь, ребята, как раз так скалы сделаны, что широкой попой пройти намного легче, чем широкими плечами. Потому что кверху все сужается. Вот, посмотрите, как красиво. Не знаю, вам, наверное, капельки, в принципе, видны капающие сверху. И туман такой. Вот тут, смотрите, как опасно надо лезть. Камень расположился. Прям ждет, когда она пойдет. Видите? Но она прошла. Значит, он ждет меня. Хочется быстрее пройти над таким камнем. Посмотрите, сколько здесь много таких камней, лежащих на камнях. Один камень на камне. Вот за лесом следующий такой камень на камне. Вот, ребята, смотрите, какой очередной интересный камень. Вон там он глаз, кажется. А вот это вот нос такой. Видите? Такой длинный. И это как бы такой, то ли голова ящера, то ли какой-то птицы. Очень интересно. Тут можно, чем у тебя богаче воображение, тем больше можно тут себе напридумывать. О, тут мы можем съесть наши поворот. Надеюсь, это не выход? Не.
А может уже выход, кстати. Я думаю, что пойдем и будет жалко, да, Макс? Все, ребята, маршрут закончился. Мы возвращаемся назад, к точке старта. Посетив это место, хотелось бы поделиться своим опытом. Если здоровье и время позволяет, то я бы настоятельно советовал оставить машину на нижнем паркинге и весь маршрут пройти пешком. Если бы мы сюда приехали на машине, прямо к самому старту, так как хотела Олеся, когда начала идти по тем труднопроходимым местам, то оказалось бы, что мы бы приехали ради каких-то там 40 минут маршрута. Причем, что интересно, что 40 минут это еще мы такие шли, где-то там сфоткались, где-то там видео сняли. А настолько быстро какие-то мимо люди порой пробегали, что как будто они рекорд ставили, как можно быстрее этот маршрут пройти. Дополнительно можно сказать то, что сюда важно приехать как можно быстрее, ну, раньше, утром. Потому что даже, казалось бы, уже конец сезона, а все равно, вот мы сейчас в 12 часов пришли в эту точку, ну, прошли маршрут и пришли на точку старта. Там уже куча народу. Хорошая обувь и трекинговые палки будут не лишними. На трассе встречается много острых камней. В сырую погоду приходится идти по скользким поверхностям, корни деревьев, камни и грязь. Во время подъема и спуска в основном подвергаешься физическим нагрузкам. Пожилые люди и маленькие дети, встреченные нами в этой части маршрута, показывали, что это возможно для большинства людей. Даже одного отчаянного мужчину с большой детской коляской заметили. Сам скальный лабиринт проходить намного легче. Он короче, хорошо благоустроен. Есть пару мест, где нужно пройти гуськом, и довольно много, где прям приходится протискиваться между скалами. В общем, людям с излишней полнотой будет непросто. На весь маршрут с остановками, осмотрами, фотосессиями и перекусом у нас ушло около 5 часов. Немного подвела погода. На смотровых площадках видимость была довольно сильно ограничена туманом. Вот, ребята, можете, короче, сравнить маршрут, который был подготовлен для туристов, и маршрут дикий, не подготовленный для туристов, который туристы сами сделали для себя, вытоптав тропинку среди леса. Но, поверьте, и тот маршрут, и тот по-своему хорош. И там ты получаешь удовольствие, и здесь. Но особенное удовольствие получаешь, когда все-таки спускаешься с горы. Посмотрите, как Соломона несут. Благодаря нашей дружной и сплоченной команде мы без потери в полном составе вернулись к машине и с хорошим настроением отправились в обратный долгий путь домой. На этом наше путешествие подошло к концу. До скорой встречи!